Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. С 1 января 2025 года нефтепровод «Дружба» из России через территорию Украины заканчивает работу. Словакия, Чехия и Венгрия останутся без нефти. С января мы прекращаем также и транзит российского газа, заявил глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Александр, можете прокомментировать данную информацию? Самое главное, самое важное, через несколько часов после того, как он, вот этот персонаж, эту чушь ляпнул, ему пришлось дезавуировать данное утверждение. То есть выступить с опровержением из серии «Не-не-не, погодите, мы выполняем взятые на себя обязательства, а контракт действует не до 25 года, нет, все нормально, не разбегайтесь, все хорошо». А что ж такое? Как же так? То есть целый советник офиса президента Украины. Странно, кстати, президента нет, офис есть. Ну, возможно, офис всем и управляет. Что это за советник офиса? Ну, в общем, советник офиса заявил следующее, действительно, что 1 января 2025 года прекратится транзит российского газа и российской нефти, потому что истекает действие контрактов на первое и второе. Но проблема вот в чем. Действительно, 31 декабря 2024 года – это последний день действия контракта на транзит газа. Однако контракт на транзит нефти, который также был продлен в 2019 году, действует до 30 года. То есть до 1 января 30 года, а не до 1 января 2025 года. И тут, внимание, вопрос. Дурилка, ты бы хотя бы сначала ознакомился с азами того, о чем ты говоришь, советник офиса, а потом своими комментариями делился с окружающими. Советник ты офиса. Итак, а теперь разберем его слова в несколько иных аспектах, которые, мне кажется, тоже нужно подсветить, так как они, ну, несколько меркли на фоне вот этой чуши, которую он ляпнул. А именно, он оправдывался, ну как, оговаривался, что да, я понимаю все, мы в очень сложной ситуации, но мы ведь ответственный партнер Европы, мы должны соблюдать взятые на себя обязательства, поэтому мы продолжаем транзит. Это к вопросу тем комментаторам нашим, которые приходят и говорят, все обрубить, никому ничего не поставлять. Знаете, на той стороне тоже приходится оправдываться, а что это вы транзитируете, что это вы что-то поставляете. Ну, вы понимаете, вот мы не объявили кое-что кое-кому, и они нам кое-что не объявили, поэтому поводов для того, чтобы прекращать да, транзит у нас нету, контракты продолжают действовать, мы будем транзитировать, пока срок действия контрактов не истечет. Ну вот по мнению вот этого персонажа срок действия контракта должен был истечь раньше, чем на самом деле, поэтому он это все ляпнул. И самое главное, что он ляпнул? А он ляпнул не только вот эту вот вещь, про которую мы проговорили, про сам факт, ну, вот, ошибки, что с 25 года все, мы не транзитируем нефть. Нет. Он там уточнил, кому конкретно нефть поставляется. И звучало это примерно так. Я, извините, не буду цитировать, но примерно следующим образом это звучало. Через нас идет нефть в Чехию, Словакию и в горячо нами любимую Венгрию. Понятно, что горячо любимое было сказано с иронией, с сарказмом, потому что все прекрасно понимают, как Венгрия мешает Украине на тех или иных фронтах, как она там финансовую помощь блокирует, что-то еще нехорошо делают. Тут вот, понимаете, венгры пытаются выступить в качестве посредников на переговорах, то они ездят на все мероприятия официальные российские, связанные с энергетикой, выступают тут. Кстати, Петер Сиярто, который приезжал и на Атом Экспо, и на ПМФ, он везде выступает из серии «Ребята, надо жить дружно, надо вот, в общем, как-то так взять, сесть, договориться и продолжать сотрудничать все вместе, потому что вы нужны нам, мы нужны вам. Давайте, в общем, давайте жить дружно». Знаете, несмотря на то, что вот лично у меня э, Петер Сиярто не вызывает такого вот впечатления с как бы с точки зрения внешнего вида, но он все-таки пытается играть в такого кота Леопольда.
Хорошо это, да в текущих условиях, вы представляете, в Европе есть страна, у которой есть руководители, не отдельные представители бизнеса, которые априори заинтересованы в сохранении отношений с Российской Федерацией, а представители руководства, просто руководство страны, которые говорят: ребята, надо жить дружно, надо вообще это прекращать, надо вот как-то вот, ну, садиться, договариваться, притом не с позиции русский, просто, ну, уйдите. Нет, сесть, договариваться. Это потрясающая точка приложения усилий, в том числе и нашей дипломатии, и их дипломатии, и нашей энергетической дипломатии, которой многие недовольны. Безусловно, можно сколько угодно. Я видел и наших лидеров общественного мнения, и представителей, крупных представителей СМИ, которые высказывались в стиле: да все обрубить, никому ничего не поставлять. Проблема в том, что нету такой штуки, как коллективный Запад. Ну, для простоты можно так говорить, безусловно, то есть кто запретит. Но в реальности такого конструкта нету. Эта штука несуществующая. Не устанем об этом напоминать. Есть разные страны на этом самом Западе, к которым, кстати, относится Япония, которая вообще не на Западе относительно России. Есть разные бизнес-круги, есть разные представители, ну, политикума местного, у которых очень разные интересы. И эти разные интересы сталкиваются в ходе того кризиса, с которым Европейский Союз, в частности Европа в целом, столкнулись, ну, за последние 3 года, и я не оговариваюсь. Потому как энергетический кризис в Европейском Союзе, как и во всем мире, начался летом 2021 года. И вот с того момента масса противоречий возникла, которые тлели, которые возникали, затухали, ну, в более благоприятные периоды времени. А тут, понимаете, энергоносители подорожали. Встал вопрос, чем будет помогать Брюссель национальным правительствам и национальным экономикам, чем они должны помочь друг другу и Брюсселю, ну, то есть как бы общеевропейским структурам. И там, вы знаете, столько противоречий возникло. Мы как-то рассказывали о том, что в момент, когда европейские власти сказали: нам надо накапливать много газа для в подземные хранилища, быстрее, невзирая ни на что, бегите, закупайте газ. Это было летом 22-го уже года. Немецкие компании побежали, потратили 10 миллиардов евро, по их утверждению, на это мероприятие, а к концу 2023 года смогли компенсировать только 1,5 миллиарда из потраченных 10. И немецкое руководство просто ввело налог, точнее, дополнительную вывозную таможенную пошлину на тот газ, который покидает территорию Германии и идет, скажем, в Австрию, в Италию, ну вот куда-нибудь к соседям. Либо непосредственно прилегающим, либо чуть отдаленным, ну вот к каким-то соседям. И вы знаете, оказалось, что Германия хочет вот за счет соседей немножко поправить свое финансовое положение, которое, как мы опять же знаем, господа комментаторы, кто уже об этом пишет, феноменально прекрасное, восхитительное, замечательное, никаких проблем нет. Мы в курсе, большое спасибо, Евростат врет, руководство Германии врет, действия их врут, вы молодцы, продолжайте писать. Нет, мы вашим комментариям рады, потому что активность под роликами помогает их продвижению, поэтому не останавливайтесь, пишите. Кстати, если уважаемые зрители хотят что-нибудь хорошее написать и разумное, тоже можно написать. Если хотите написать, как у Германии все хорошо, ну что ж, тут мы вам запретить не можем, более того, даже немножко одобряем. Можете и тут написать, и в ВК написать, и на Дзене написать, и в Телеграме написать, везде можно написать. Это будет очень здорово с вашей стороны. Возвращаясь. То есть это вот частный пример тех противоречий, которые возникли между одним государством в Европейском Союзе и соседними государствами в Европейском Союзе. Притом вот эти соседи, которые вынуждены переплачивать за поставляемый газ, бегут к Брюсселю и говорят: Брюссель, разберись, тут какого черта происходит? Там говорят: ай-яй-яй, нельзя так делать. И уже начинаются какие-то судебные разбирательства. Потом какие-то компании из, скажем, Польши бегут с судебными предъявами в Австрию, в Венгрию, говорят: все деньги, которые вы платите, или из Германии бегут, кто знает, откуда они бегают, эти странные компании. Вот, видите, вот по постановлению суда «Газпром» нам должен кучу денег, только у него активов тут не осталось, мы все украли, а мы теперь хотим, чтобы вы эти деньги, которые вы платите «Газпрому», отправляли нам, отправляйте нам.
Пошли нафиг, ответили правительства тех стран, к которым прибежали с этими судебными предъявами. Я, извините за низкий слог, но в данном случае я пытаюсь эм, за счет применения слов из вот этого функционального стиля русского языка подчеркнуть смысл вот этой беготни и обозначить некоторые ее качественные характеристики, потому что, да, прибежали с предъявами, а их послали, и они пошли. Там, конечно, правительство не сказали, нет, 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 деньги, которые вы платите «Газпрому», вы должны платить «Газпрому». Они несколько по-другому сформулировали, в том смысле, что, ну, дорогие друзья, смотрите, если есть некий поставщик, который более 50% ресурса поставляет нам, то в случае возникновения каких-то споров с третьими странами вы не обязаны выполнять требования этих третьих стран, потому что это может поставить под угрозу энергобезопасность нашего государства. Поэтому, извините, подвиньтесь, этим ничего не платить. Большой привет передаю всем, кто успел в середине лета, когда эта тема возникла. А тема возникла недавно, в середине лета, но сколько всего произошло. Многие, наверное, уже забыли, да. Так вот, передаю большой привет тем, кто успел напророчествовать, что ну все, это же европейцы, это же законопослушные люди, и бумажку из суда показываешь, они такие, ну да, конечно, да, идти в какой-нибудь суд там другой или выпустить распоряжение, что посылайте их нафиг, они не могут, у них, знаете, на генетический код так устроен, они вот как роботы, им показали, они выполнили, и все, а так как они начнут денежку отправлять газпромовскую вот этим то ли полякам, то ли немцам, не разберешь, то все, значит, «Газпром» перестанет поставлять газ, и поставки упадут, и хана. Как дела с упавшими поставками? А чё ж они продолжаются в прежних объемах? Ну, выскажите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, если вы из числа этих пророков. И расскажите уже, когда же это пророчество сбудется. То есть, смотрите, масса противоречий возникает, грызня возникает. Люди начинают тянуть на себя одеяло. И есть более вменяемые персонажи с, ну, большей степенью свободы, что ли. Ну, на кого, может, компромат не накопали. Потому что, знаете, если на человека приходится, ну, на какого-нибудь совершать покушение, чтобы его в кавычках, в огромных жирных кавычках, это художественный образ, дальнейшее будет сказано исключительно с целью горькой иронии, чтобы подчеркнуть некую неприятную ситуацию в ключе горькой иронии. Вот чтобы в чувство этого человека привести, если приходится совершать покушение, то, наверное, вы компромат не нарыли, да? Либо он сказал, пф, и это компромат, публикуйте. Не было ли каких-то таких событий за прошедшее время? Нет, конечно, не в Венгрии, а вот где-то еще. Нет, не было, наверное, да? Такого ведь не бывает в Европе. Там законопослушные роботы ходят, у которых на генетическом уровне прописано подчиняться судам. Кстати, а судьи кто? Как говорил Александр Сергеевич Грибоедов. Так вот, дорогие друзья, вот эта масса противоречий в текущей ситуации делает Венгрию крайне неудобной частью общей европейской семьи народов, поддерживающих как одна, вот вся эта вот всех частей вот этих, которые поддерживают как одна Украину. Украинская сторона что-то недовольна. Какие-то говорящие головы пытаются подначить Венгрию. И такие, ха-ха-ха, мы им не будем нефть поставлять. Хо-хо-хо. А потом приходится прибегать и ныть. Ой, вы меня не так поняли. Украина нормально, все, мы будем там контракт. Ты штаны, говорящая голова, поменял, когда тебе стали звонить и говорить, что ты несешь. Надеюсь, поменял, потому что ну как-то неприятно, если ты все это говорил людям в своем обычном состоянии. С этими вот. Ну, я думаю, все поняли. Вот как-то так, дорогие друзья. В общем, чудесные сенсации, которые у нас возникают ввиду того, что какая-то говорящая голова что-то там сказала. Это, конечно, чудесно, это восхитительно, всегда весело это пообсуждать, особенно когда настолько сильно лажают говорящие головы из офисов каких-то президентов. Где президент? Там какой-то актер сидит. Президента нет, а офис есть. Странная история. Если знаете, почему так получилось, в комментариях напишите, но только после того, как подпишетесь на этот канал.
на Дзен геоэнергетика инфо, на ВК геоэнергетика инфо, на мой личный телеграм-канал «Нефтегазовая игра». Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо. Пока YouTube блокируют, замедляют, там отсидимся и решим, на какую платформу дальше идем. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.